Вот он, наш амортизатор. Теперь будем снимать эту пружину поганую. Вон она красненькая внутри. Будем менять на вот эту. Заказал. Получил наконец-то из Англии. А пока она мне шкрябала по душе. Вот здесь вот стерто. Сейчас посмотрим, сколько стерлась. Скривилась пружина, короче. Вот такие дела. Скривилась, зараза. Эй, бах! Бах-бах! Я не знаю, у меня такой горький опыт с этими всеми эйбахами. Вот до этого стояла вот эта фирменная эйбах. Тоже с ней намучился. Я уже говорил в своих прошлых роликах. Вот тут кое-как я цеплял какие-то всякие защиты от этих поганых ударов бесконечных. Вот можно видеть снос пружины от ударов этих. Вот так я искал, где проблемы. Вот. Видите, что происходит. И это эйбах. Они молодцы, ребята. Продали и забыли. Письмо им писал, 0 на массу. Вот эта пружина Faulkner. Фирма. Вот она. Стоила она мне с пересылкой 85 долларов. Я проездил на одной такой уже месяц. Она стоит на другой стороне. Вот. И сейчас я буду ее ставить вместо этого эйбаха. Как эйбах скривился, это необъяснимо. Ну так а в чем же проблема? Посмотрите на это. Давайте вот с этой стороны. Смотрите. Смотрите, что происходит. Она прикатилась и испортила. Вы видите, что произошло? Вообще, где нижний виток и какой промежуток? Она просто кривая, она просто скривилась. Как такое возможно, я не представляю. Кто знает объяснение, может посоветовать в комментариях. Это невероятно. Давайте посмотрим. А вдруг доска кривая? Я даже не проверял. Ну вот, видите. Тоже есть доля. Нет, ну есть полмиллиметра, может быть, тоже. Мне кажется, вот эти допуски, эти браки в пружинах, они к этому и приводят в конечном итоге. Наверное, нижний виток нет смысла брать. Возьму вот следующие все. То же самое здесь. Давайте проверим. Не, ну здесь конкретно криво просто. Вот это... Честно, вот так даже посмотреть, видно, что она кривая, хотя эта камера сама по себе кривит. Ну вот она, как рыбий глаз. Видно, что кривая. Вот такие дела. Она мягче, кстати, немножко, чем это. Короче, эйбах постарались. Я не могу объяснить, почему это произошло. Конечно, если пружина могла сжаться слишком, то, по идее, это могло бы произойти. Я вот думаю, еще как вариант, вот этот бафер, он застопорил ее в нижних витках. В нижних витках она вот так находится, как бы, и при сжатии, вон видно там красное, он как бы упирается, и он видно, кстати, но это то, что надралось ободрало амортизатор. 51.3 ободрала на 51.08. Ну, слава богу. Тут давайте посмотрим чуть больше. Я уже думал, кранты 51. Нет, немного. 0,1 миллиметра ободрала. Пятьдесят 17. 51.09. 0,1 миллиметра ободрала. Само посадочное место довольно-таки ровное. Тем более, что еще нижняя прокладка компенсирует это.
Наверное, закрыть это безобразие. Это электрическая сварка. Да, ржавчина потом. Ну вот, скоро засохнет. Краска мат. Какая-то не совсем черная. Ну, разглядев внимательно эту фигню, получается, какие-то нижние витки скривились. Ну, или верхние. Я пробовал переворачивать, не помогло. Ну, я потому что ждал пружину по почте, уже новую, потому что у меня не было выбора. Вот. Я решил все-таки, что это не бафер сделал это. Вот этот вот. Что он не мог, что это нижние витки или какой-то верхний виток или нижний. Скорее всего, нижний. Скривилось у меня в нижнем витке. Вот. Поэтому прихожу к выводу, что, ну, не знаю, скорее всего, пружина бракованная. Ребята, скажите мне, у кого у вас есть положительный опыт с Eibach, потому что я уже даже не знаю, я просто этой компании ее обхожу, буду обходить в будущем стороной. То ли это подделка какая-то, то ли что. Да, у нее была цена поменьше. На долларов, наверное, 25, чем вот этот Faulkner как-то там. Вот. Ну и все. Поставлю сейчас эту пружину, буду ездить на правой стороне, она уже месяц работает, я говорил, все нормально. Вот, и езжу быстро. Да, я налетел, может быть, на скачок. Ну, этой пружиной второй, на которой я сейчас, у меня стоит вот это из Англии, эта компания. Не Eibach, да, не перепутать, кранты полные. Вот, и я уже вместе езжу и попал тоже на очень сильную яму, был такой удар, я думал, все, конец. Нет, ничего. Я считаю, вообще это не должно уходить. То есть, ведь пружина очень сильно изменяется в процессе езды. То есть, она конкретно двигается, там, не знаю, 5, ну, скажем, там, наверное, на каждый виток сантиметр изменения, на каждый виток. То есть, а тут она, у нее-то и некуда, впрочем-то, уходить в сторону. Там идет сам шток, точнее, сам стержень амортизатора, он 51 миллиметр. Вот, его боди. А пружина внутри 57 миллиметров. То есть, ей некуда там влево-вправо двигаться. Почему согнулась, необъяснимо. Наверное, или брак, или подделка. Эй, бах-бах-бах. Все, с вами был Миша Аналайзер. Подписывайтесь на канал. Буду стараться выкладывать больше интересного контента. Вот, ставьте лайки обязательно. Дизлайки не ставьте. Ну, как хотите, это ваше право. Все, до встречи. Бай.